центр, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, русские выезжают не только с Северного Кавказа, но и из других окраинных частей России. С Дальнего Востока, с северов и не совсем окраинных, например, с Сибири. Мы имеем классическую систему тяготения к 2-3 мегаполисам. Это свидетельствует просто о неблагоприятных процессах в государстве, частью которых являются процессы на Кавказе. Второе. Из республик Северного Кавказа в поисках заработка и лучшей жизни активно уезжает не только русское население, но и титульное население. Наверное, было бы трудно ожидать, что оттуда поток идет титульного населения в другие регионы, а русское население едет туда или там остается. Тоже проблема такая, это системная проблема, не частная проблема, их как бы не решишь саму по себе. Некоторые факты. Я буду опираться на те опросы, которые я проводил или мои ближайшие коллеги. В Карачаево-Черкесии в 2008, 2010, 2011 годах более 40% русской молодежи, русской национальности в будущем планируют уехать из республики в другие российские районы или за рубеж. Интерес к данной проблеме, данной проблематике проявился, можно свидетельствовать даже по такому факту, географии людей, которые было здесь представлено, значит, со всего, можно сказать, Северного Кавказа, в том числе и центра России. Вот. Проблематика, действительно, которая актуальна на сегодняшний день. Но многие выступающие, действительно, особенно Чеченской республики, Республики Дагестан, с акцентом, и многие действительно говорили на конкретных примерах о том, что необходимо сделать, и о причинах. Причина, значит, тех проблем, которые сегодня есть. И эти причины заключаются в большей социально-экономического характера, а не национальной нетерпимости от русских, в том числе на Кавказе, или кавказцев к русским на Кавказе. Это общего характера проблема, которая сегодня проистекает из-за общих проблем, которые сегодня в России. Это отсутствие реального сектора экономики, это отсутствие рабочих мест. А действительно, русские на Кавказе, они создавали в том числе и промышленность в Кавказе, и создавали они и социальную инфраструктуру, были широко представлены, особенно русская интеллигенция была представлена. И вот когда с полным, можно сказать, развалом нашего советского государства и развал экономики, который мы сегодня наблюдаем, это привело к тому, что их почва, основа, фундамент, по причине которой они оказались на Кавказе, он уже отсутствует. То есть нет рабочих мест, нет заводов, нет фабрик. И в школах тоже, сегодня сворачивается, в том числе в горных школах. Если я чеченец по национальности, я подготовительный класс, у меня был, можно сказать, дома. У нас дома жили, мы, с Нажиртовского района, у нас дома жили русские учительницы, 3 женщин, и они меня учили русскому языку, и вот эти азы, подготовительного класса я получал у них. Так что тогда учителя русские, они по домам были, общежития не было. Сегодня, такой программы нет. Сегодня отток происходит, в том числе от того тоже, что нет четкой программы, государства по вопросу, обеспечения, в том числе и сохранности русских, чтобы они присутствовали, чтобы ликвидировать те причины, которые служат их оттоку. И, конечно, есть такие выступления, которые, явно вступают в противоречие с реальной действительностью, которые буквально в смысле слова, проистекают, я не знаю, они не ведают, или же это специально так делается, национальной нетерпимости. Но что я больше всего хотел бы сказать, обратить внимание на то, что характерный пример был то, что представитель Минэкономразвития, который национальный вопрос к нему отнесен, по сути дела, дождавшись нескольких выступлений, ушел. Ушел, и основной модератор, и когда президиум остался буквально в смысле слова пустой, и многие, люди, которые присутствовали и приехали из так далека, они, конечно, это восприняли как личные доказательства, свидетельство того, что все это
чисто формального характера, что на самом деле власть не интересует проблемы, которые проистекают на Северном Кавказе, в том числе. Если бы их интересовало, то серьезные руководители высшего уровня сегодня были бы на такой встрече. Их должно интересовать, что конкретно причина, в чем заключается, ибо только те, которые сегодня присутствовали, они знают, что на самом деле происходит на Кавказе и каковы основные проблемы Кавказа. И послушать их первым руководителем, в том числе, было бы, конечно, в том числе профильным министерством, было бы не лишнее. И очень сожалеем мы, что этого не произошло сегодня. А так, конечно, тема эта актуальна, ее нужно развивать, ее нужно на это работать, надо все вместе. Те процессы, которые были запущены, ну, наверное, на стыке эпох, да, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х, хотя, если уж сказать, может, это было и раньше. Процессы по внутреннему к ужасу нашему, внутри даже семейному, не просто внутри клановому и диаспорному, отчуждению наших народов друг от друга, эти процессы, как мне кажется, может быть, кто-то поспорит, но, как мне кажется, усиливаются и приобретают все более и более необратимый и просто какой-то отвратительный, страшный характер, когда мы все знаем и слышим и видим этих мальчиков на Манежной площади, 13-14-летних, да, которые явно из семей и из школы почерпнули ненависть и презрение к нерусским. С одной стороны, мы видим это. С другой стороны, кто-то может не видеть, а я видела и не раз, точно таких же 13-14-летних из кавказских семей, которые точно так же во дворе у себя дома, в школе впитывают ненависть и презрение к русским вообще, к русским женщинам. Эти ребята потом приезжают сюда и так ведут себя в Москве, как мы видим, многие из них ведут себя в Москве. Это же не вчера у них сложилось в голове. Конечно, не все, конечно, но многие. Правда, это, я, наверное, неприятные вещи говорю для нас, как для страны, как для общества. Но я считаю, что этого нельзя не замечать, и вы вот возражаете мне, да. Поверьте, я это видела, мне это больно, понимаете, поверьте, я много раз пресекала такие разговоры. Нельзя не замечать, что этот процесс идет с обеих сторон. Процесс отчуждения разных коренных этносов России друг от друга. Что с этим делать? Принимать школьные программы, делать, там, задействовать информационные, там, называя вещи своими именами, пропагандистские ресурсы каких-то СМИ, на которых государство имеет влияние, снимать соответствующие фильмы с господдержкой, чтобы люди привыкали к тому, что мы все-таки одна страна, они привыкали, как сейчас, все больше и больше, по разным признакам, по мелочам, но тем не менее, ну, презирать в каком-то смысле, недолюбливать, скажем так, друг друга. Вот если мы в ходе таких заседаний, как у нас сейчас, и в будущем, собираясь узким и широким кругом, продумаем и предложим власти конкретные вещи, конкретные шаги для того, чтобы остановить вот эту вот, знаете, как в льдине, вот эту дыру, которая идет, и дальше ее уже остановить все сложнее, то это, наверное, будет самое ценное, что мы вообще могли бы сделать, как граждане своей страны в первую очередь. Сегодня тема круглого стола «Русские на Кавказе». Русский вопрос, он главный вопрос у нас в стране, потому что русский народ государствообразующий, и самочувствие русского народа сказывается на всех народах нашей страны. И сегодня выступало очень много людей, и содержательно, и эмоционально. Я далек от того, что завтра это все будет законодательно, будет иметь законодательную силу. Но, знаете, количество когда-то переходит в качество. Нужны такие круглые столы, нужно говорить о проблемах, каждого народа. Но мы многонациональная страна, поэтому нам все проблемы надо решать совместно. Иначе ничего хорошего не получится. 21 век нельзя использовать средневековые привычки одному народу жить за счет другого народа. Мы должны все сохранить нашу страну и жить дружно. И то, что сегодня был русский вопрос, и все послушали проблемы русских на Кавказе, это тоже шаг к тому, чтобы мы слышали друг друга.
И в конце концов, это, я надеюсь, приведет к тому, что мы будем понимать друг друга, и что-то хорошее из этого в конечном счете получится.